Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я продолжаю серию видео по изготовлению тортов очень большого размера. В этом видео я делаю торт 30 на 30 сантиметров. Размер большой, торт бисквитный, с малиной, с кремом Дипломат. Торт, который буквально тает во рту и нравится буквально всем. Итак, сначала приготовлю бисквит. Для этого я делаю сразу форму для выпекания. Здесь у меня раздвижная форма. Выставляю сразу на 30 сантиметров, видите, я вам показываю. Также застилаю эту форму двойным слоем фольги. Фольга у меня прочная, хорошая. И отставляю пока эту форму в сторону. Духовка уже разогревается на 175 градусов Цельсия. Просеиваю сейчас в отдельную миску 420 грамм муки. Мука совершенно обычная, с обычным содержанием белка 10,5%. Отставляю пока в сторону. 14 яиц я разделяю на желтки и белки. Яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм, без скорлупы. Желтки пока отставляю в сторону, и 14 белков я сейчас начинаю взбивать. Туда добавляю я 8 грамм ванильного сахара, и от 420 грамм сахара я отправляю туда где-то пятую часть, и также щепотку соли. Все это взбиваю сейчас вот до такой пены, где-то минуту повзбивала, и добавляю туда 40 грамм кукурузного крахмала. Взбивала белки я примерно 3 минуты, не больше, чтобы они вот так имели подрагивающие пики. Желтки я буду взбивать чуть дольше. Отправляю туда 16 грамм ванильного сахара. Разбиваю пленочки сейчас у желтков. И порциями ввожу туда весь оставшийся сахар. Точные пропорции я, конечно же, напишу вам в описании под данным видео. Желтки я буду взбивать примерно 5 минут. То есть желтки я взбиваю дольше даже, чем белки. Это очень важно, чтобы бисквит получился у нас пышным. Миксер у меня здесь 300 Вт. Достаточно маломощный миксер, но все получится. Сейчас ввожу всю белковую массу в желтки такими складывающими движениями снизу вверх. Для удобства, конечно же, берем посуду покрупнее, в которой мы будем перемешивать. То есть я поэтому желтки сразу взбивала в такой достаточно крупной миске. Сейчас всю просеянную муку вот такими маленькими порциями я буду вводить в яичную смесь. Примерно в 7-8 приемов. Для этого я беру для удобства здесь вот такой большой венчик и как бы просеиваю это тесто. И таким образом я ввожу сейчас всю муку. Как я уже сказала, духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать будем на режиме вверх-вниз без конвекции. Форму я ничем не смазываю. Духовку во время выпекания я также не открываю. Выпекаться бисквит у меня будет примерно 50 минут. Это нужно смотреть именно по свойствам вашей духовки. Распределяю сейчас тесто, чтобы во все уголки формы вошло также тесто. И убираю сейчас выпекаться. У меня прошло 50 минут. Бисквит испекся. Бисквит без разрыхлителя. Это чудо-бисквит без разрыхлителя. Получается всегда очень пышный, очень хороший. Проверяю для вас вот такой вот деревянной шпажкой. Оставляю сейчас полностью остыть в форме. И потом убираю на 8 часов в холодильник. Здесь у меня 750 мл молока. Отправляю на плиту, довожу до кипения. 200 грамм сахара. 16 грамм ванильного сахара. 70 грамм кукурузного крахмала. Все это просто перемешиваю. Добавляю туда 250 мл холодного молока. Все это перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. И иду уваривать всю эту смесь на плиту. Готовлю сейчас крем Дипломат, который будет у нас готовиться без содержания яиц в нем.
Вливаю тонкой струйкой сейчас при непрерывном помешивании, в кастрюле с толстым дном варю всю эту смесь, в горячее уже молоко вливаю. Когда вот пойдут первые признаки кипения, вот такие пузыри, провариваю еще примерно 30 секунд и снимаю всю эту смесь с огня. Смесь готова, переливаю ее сейчас в посуду, где она у меня будет остывать до очень холодного состояния. То есть не до комнатной температуры, а именно до холодного состояния. Накрываем обязательно пищевой пленкой в контакт. Итак, у меня прошло примерно 8 часов. Бисквит вот в форме я оставляла в холодильнике. Для чего я оставляла именно в форме? Чтобы бока у меня не потеряли форму. Вот это важно вот в таких именно квадратных прямоугольных бисквитах. Кондитерской струной нарезаю сейчас на 3 ровных идеальных коржа. Разрезаю бисквит. Останется у меня такая шапочка небольшая. Идеально ровно нарезается бисквит. Если будете взбивать этот бисквит в планетарном миксере, конечно же, вот этих вот дырочек практически не будет. Шапочку от бисквита обязательно замораживаем, если она у вас останется, на пирожное картошка. Здесь у меня 500 мл очень холодных сливок для взбивания, не менее 30% жирности. Добавляю туда 2 пакетика ванильного сахара и всю заварную основу, очень холодную, сейчас буду взбивать вместе со сливками. Сливки взбили до мягких пиков на данном этапе. Примерно по 2 столовых ложки ввожу заварную основу, очень холодную, в очень холодные сливки. Все это просто прорабатываю миксером, чтобы 2 массы объединились. Вот не дольше, чем сейчас я показала. И так я ввела всю заварную основу туда. Крем это начиночный, не для украшения. Сейчас выкладываю этот крем в 2 кондитерских мешка, то есть делю его на 2 равные части и начинаю сборку торта. Бисквит я пропитываю просто холодной кипяченой водой. Вы можете также пропитывать сиропом, можете пропитывать его молоком, все, что вам нравится. Но торт достаточно сладкий, и я не хочу туда дополнительной сладости добавлять. Видите, для того, чтобы крем не вытекал, я наношу слой крема, примерно отступая 1 см от края бисквита. Выкладываю туда свежемороженую малину. То же самое я делаю и с последующим коржом. Сразу разравниваю бока. Ничего сложного здесь нет. Заметьте, никакой ни желатин, ни желирующее средство дополнительно я в крем не добавляю. Торт будет прекрасно держать форму. Видите, примерно сантиметр я не дохожу до края бисквита, и тем самым крем тогда распространяется идеально и не выплывает за края бисквита. Накрываю тем коржом, который был у нас дном при выпекании. Обязательно верх тоже я пропитываю. И убираю сейчас на ночь в холодильник. Без всякой формы, вот так вот в пищевую пленку просто я его оберну. И вот в таком виде уберу сейчас в холодильник. Он идеально держит форму, никуда он у нас не поплывет, не потечет. У меня прошла ночь, и я сейчас просто сделаю быстренький крем для такого домашнего украшения. Здесь у меня 400 грамм измельченного сливочного масла и добавляю туда банку сгущенки, примерно 400 грамм тоже. Это обычный масляный крем на сгущенном молоке. Отдельное видео у меня есть по этому крему, ссылку я оставлю вам в описании. То есть крем из 2 ингредиентов. Также этим кремом можно покрыть торт для того, чтобы он был стабильным перед украшением его белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Я обычно так и делаю. Чтобы торт не выделял влагу на белковый крем, это очень удобно изолировать. Также под мастику можно покрывать торт этим кремом. И также вот такое домашнее украшение сделать. То есть здесь 800 грамм этого крема хватит как раз, чтобы полностью выровнять этим кремом бока и верх.
Я украсила шоколадной посыпкой просто и малиной. И смотрите, какой нежнейший торт, его видно сразу, как он нарезается, он просто тает во рту, он необыкновенно вкусный, нравится как взрослым, так и детям. Это после того, как ночь он провел в холодильнике. Четкие коржи у нас прослеживаются, 2 кремовых прослойки, торт, тающий во рту. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.